Итак, друзья мои, всем доброго утра. Последнее сегодня снимаю видеоролик. И у меня нет алтаря, соответствующего для этого ритуала, по той причине, что просто так создавать алтарь для этого ритуала нельзя даже в учебных целях. Поскольку это к древнему духу обращение Азамели. Азамели – это дух, который издревле приходил и помогал во время самых таких неразрешаемых ситуаций. Этот дух приходит, прикрепляется к вам, остается с вами, пока эта ситуация не разрешится в вашу пользу. А потом сам уходит. Его не нужно потом отправлять, не нужно читать определенные заклятия и заговоры. Он уходит сам, когда ваша безысходность полностью прошла. При каких обстоятельствах можно его вызвать? Если у вас рушится семья, и вы хотите сохранить семью. Если вам предъявлено какое-то обвинение, вы не виноваты, вы хотите сохранить свою свободу. Если у вас ребенок в плену, к сожалению, в наше время это возможно, как оказалось, либо в какой-то страшной ситуации вы хотите помочь, вы можете это провести для того, чтобы попросить помощи в трудную минуту. Если вас душат кредиты, вы не знаете, как быть, что делать, чтобы пошли вам навстречу. Одним словом, когда у вас безысходная ситуация, у вас выхода просто нет, вы не знаете, что делать, даже не знаете, как определиться, стоит ли развестись с человеком, нет, чтобы увидеть его истинное лицо. Одним словом, безысходность и неразрешимая ситуация. Вызывают его, и вызов это делают по вторникам, каждый вторник, пока ваша ситуация не разрешится. Как правило, достаточно бывает вызова. 2-3 раза и все. После чего, во-первых, что вам нужно? Вам нужно найти зверобой. Вы будете окуривать зверобой. Столько свечей, сколько вам лет, это черные восковые свечи. Вы можете в какой-то емкости посыпать туда землю и просто поставить эти свечи, зажечь. До того момента, пока не останется маленький огарок с каждой свечи, после потушить. После того, как вы начитали столько раз, сколько вам лет, так уж нужно, если вы хотите свою ситуацию исправить. Вот сколько лет вам, столько читайте. Сколько лет вашему сыну, столько и читайте. Если он не в состоянии читать, если он болеет, либо он в таком положении, что выхода нет. Сколько лет вашему мужу, если у него безысходная ситуация, вы хотите за него попросить, читайте. Но указывайте его имя. Читаю для такого-то человека. Прошу ради такого-то человека. Можете только для своих близких людей, не для подруг, не для друзей, не для соседей. Дети, муж, мать, отец. Если вы не развелись и вы одна семья, свекровь, свекор, возможно. Больше никак. Прочитали, свечи эти погасли, то есть уже дошли до огарков, потушили вместе с сожженным зверобоем эти свечи. Если вы в земле это вот так понатыкали, поставили, можете этой землей вместе унести. Если у вас есть подсвечники столько, сколько нужно, потом вытащите эти свечи. Это все нужно посыпать в черную материю, лоскут черной ткани, и завязать любым узлом, это не имеет значения, этот узелок унести в лес, в парк, под деревом. Кладете на землю, кидаете туда столько монет, сколько вам лет, или тому человеку, для которого вы прочитали, говорите: откупаюсь, и уходите.
Когда ваша ситуация разрешается, поскольку это сильный ритуал, еще раз говорю, вызов демонических сущностей, древних духов, всегда требует откупа на алтарь ведьмы. Раньше приносили именно к ней. Если к ней шли, она вместе с ними проводила, то ей приносили. Опять же, для ее алтаря. Несли шкуры зверей, несли черепа зверей для ее работы, воск, скажем так, какие-то атрибуты, чуры бывали, да все что угодно. Вот все, что ей пригодится для ее работы. Почему на алтарь? Объясняю вам. Поскольку эти предметы будут передаваться из поколения в поколение. И сколько раз они будут использованы в работе ее, столько раз благословение духов идет, исходит на вас или на ваших детей. Потому что они все время вспоминают, что это вы сделали им такой подарок. Кроме прочего, вам нужно будет ей отдать определенные вещи. Ткани 3 цветов. Это красная ткань, черная и фиолетовая. Фиолетовый – это знак высшей магии. Это первое. 3 серебряных изделия. Любые. Но не старые, не, скажем, сломленные и так далее. Потому что вы отдаете на алтарь серебром 3 серебряниками откупались или 3 монетами. Но 3 серебряные монеты вы не найдете. В древности вот с такими ритуалами так расплачивались. И какой-либо атрибут для алтаря. То есть у вас 3 дара для алтаря. Должно быть. Какой-либо. Спросите что-либо. Что именно можно сделать. Или сами решите это. Это может быть что угодно. Котелок. Это могут быть чуры. Это может быть да все что угодно. Именно для алтаря ведьм. Почему это делается? Я вам уже сказала. Такие вызовы, они требуют в общую копилку магии обязательный откуп. Итак, Азамели вызывали для вдов, для стариков, для одиноких людей. Это тот дух, который был как бы заступником, помощником. Считалось, что именно у этих людей более всего трудные какие-то бывают жизненные ситуации, безысходность, помощь нужна, да, извне и так далее. Итак, я вам объяснила, как делать, как откупаться, что, каким образом. Откупаться только после того, как все разрешено и все получилось, как вы хотите. Мне спрашивают, а если не получилось? Не бывает такого, чтобы не получилось. Ну, может быть, 1 на миллион случаев, и такое и будет. В основном это именно так и происходит. Если вы все сделали правильно, все у вас получается. Заклинание читать столько раз, сколько вам лет или лет тому человеку, ради кого вы просите. Перед тем, как просить, говорите: прошу для такого-то человека. А если для себя, естественно, для себя. Оно и понятно. Этот дух придет в вашу жизнь, решит эту проблему. Или он, или его посланник. В принципе, когда я говорю дух придет, это не означает, что это древний демон сам спустится и будет решать ваши проблемы. Нет. Он придет с помощью своих посланников, поможет вам и уйдет из вашей жизни. И тогда, когда все будет сделано, вы откупитесь. Так, как я сказала. А свечи и монеты обязательно вместе с сожженной травой нужно будет выносить каждый раз. Просить только в вторник. Другие дни оно не сработает. Делается это либо ранним утром, как сейчас, либо в вечернее время. Пока солнце, собственно говоря, не активно. Начинаем. О Азамели, вершитель судеб, в твоих руках цепи судьбы, а я звено этой цепи. Конец цепи в твоих руках. Значит, тебе дано мне помочь и спасти сейчас. Приди, древний дух, заклинаю тебя, Астаротом, владыкой восточных когорт, Акадакимом, владыкой западных когорт,
Изюимом, владыкой когорт юга, Азаатом, владыкой когорт севера. Во имя 4 владык, помоги мне сейчас. Спаси от безысходности, разреши неразрешимое, исправь неисправимое. Останься рядом до того дня, когда от беды всех, от бед всех спасешь меня. Прошу тебя через силу и разрешение ведьмы, имя той ведьмы, которую вам отдала, естественно, Инги. Ей и откуп отдам, и через нее тебе свое почтение передам. Да будет так, заклинаю. Еще раз. О Азамели, вершитель судеб, в твоих руках цепи судьбы, а я звено этой цепи. Конец цепи в твоих руках, значит, тебе дано мне помочь и спасти сейчас. Приди, древний дух, заклинаю тебя Астаротом, владыкой восточных когорт, Акадакимом, владыкой западных когорт, Изюимом, владыкой когорт юга, Азаатом, владыкой когорт севера. Во имя 4 владык помоги мне сейчас. Спаси от безысходности, разреши неразрешимое, исправь неисправимое. Останься рядом до того дня, когда от бед всех спасешь меня. Прошу тебя через силу и разрешение ведьмы Инги. Ей откуп отдам, и через нее тебе свое почтение передам. Да будет так, заклято. Или заклинаю. И еще раз прочитаю. Вам сколько раз читать, что делать, я уже объяснила. О Азамели, вершитель судеб, в твоих руках цепи судьбы, а я звено этой цепи. Конец цепи в твоих руках, значит, тебе дано мне помочь и спасти сейчас. Приди, древний дух, заклинаю тебя Астаротом, владыкой восточных когорт, Акадакимом, владыкой западных когорт, Изюимом, владыкой когорт юга, Азаатом, владыкой когорт севера. Во имя 4 владык помоги мне сейчас. Спаси от бед, безысходности, разреши неразрешимые, исправь неисправимые. Останься рядом до того дня, когда от бед всех спасешь меня. Прошу тебя через силу и разрешение ведьмы Инги. Ей и откуп отдам, и через нее тебе свое почтение передам. Да будет так, заклято. Все сказала, все объяснила. Сильный ритуал. Пользуйтесь в самый безысходный момент, когда уже не знаете, что делать. И в остальном поступайте так, как нужно, если вы хотите все время к ним обращаться и получать их помощь. Всем удачи!